Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу повторно разобрать осанку девушки, которую я уже разбирал. И вот почему. Я хочу продемонстрировать начинающим массажистам, остеопатам и так далее, как происходит процесс. И то, что ошибки или недогляд – это вполне нормальное дело, когда вы чего-то не увидели, да? И не надо этого бояться. И вообще продемонстрировать, как вообще идет процесс вот этой вот оценки и исправления осанки. Процесс этот похож на работу следователя. То есть, как работает следователь? Он выстраивает версию. То есть теоретическую версию. И потом либо находит, либо не находит этой версии подтверждения. То есть, вот это работа следователя. Точно такая же работа у вас. Вы выстраиваете теоретическую версию. И потом ищите ей подтверждение. Вы работаете, если версия была верная, то у вас все получается, осанка исправляется. Если осанка не справляется, значит версия неверная. Все просто. И в процессе работы так происходит, что вы меняете эти версии. И это абсолютно нормальный процесс. Поэтому если вы чего-то не увидели, не поняли, не доглядели, это абсолютно нормальный процесс. И вот это я хочу продемонстрировать на своем примере. Конечно, у меня случай намного сложнее. Почему? Потому что я делаю оценку, не видя человека. Это гораздо сложнее, да? Особенно, когда присылают неадекватные фотографии, точнее, некорректные фотографии. Это сделать трудно. Когда ты смотришь на человека живьем, выводы сделать легче. Но, тем не менее, когда есть опыт, вы можете это делать и по фотографии. Так вот, вернемся к этой девушке, которую мы уже смотрели. И вот вид спереди и сзади. Я буду рассказывать коротко, только ключевые вещи, которые именно я пересмотрел и поменял свое мнение. Да? Точнее, у меня пазл сложился. Я более полно теперь вижу картину, полностью вижу картину, что здесь происходит и как исправить. И вот первое, что бросается в глаза, это наклон таза вправо. Почему? Потому что мы видим, что правая ягодичная складка ниже, чем левой. Но это обман. Никакого наклона таза здесь нет. Хотя мы это видим. Да? И здесь нужно ввести термины, что такое наклон таза и что такое скрученный таз. Разные мастера используют разные термины, поэтому я введу свои. Вот если таз наклоняется вот так, вот это боковой наклон. И вот здесь на фото мы видим именно вот такой вот боковой наклон. Но на самом деле это не так. На самом деле здесь присутствует скрученный таз. Что такое скрученный таз? Это пропеллер, когда вот так. Вот. Одна часть туда, другая сюда. Вот это скрученный таз. И скрученный таз, он вращается вокруг тазобедренных суставов. Не вокруг крестцово-подвздошного, а вокруг тазобедренного. И у него одна половина таза уходит вперед, другая назад. Либо остается вторая половина на месте, только одна уходит вперед. Вот это скрученный таз. При этом ноги будут одинаковой длины. Но вернемся к фотографии. И вот вид сзади мы смотрим. И у нас полное ощущение наклона таза. Но наклона таза нет. Если провести линию по тазобедренному суставу, то она будет параллельно полу. А вот подвздошные кости, они будут не на одном уровне. И также гребень таза будет не на одном уровне. Потому что при повороте вот эта вершина уходит вниз, а вот здесь уходит вверх. Вот так. И вот уровень становится не одинаковый. Поэтому кажется, что есть наклон таза, но его нету. Это скрученный таз. И вот этот скрученный таз фактически единственная проблема у этой девушки, которую можно устранить самостоятельно без специалистов. То есть, что меня смутило в прошлый раз? Да? Меня смутило положение позвонков. То есть, я увидел рентген и вижу, что позвонки стоят криво. И предположил, что дело в позвонках, что есть смещение позвонков и так далее. Но я не имел возможности их пощупать. Поэтому немножко так вот ясности не было. Но вот это вот положение позвонков, это как раз следствие того, что крестец стоит не вертикально. И
Вот опять сзади посмотрим. Мы видим здесь вот эту ягодичную складку вертикальную, и она стоит с наклоном. То есть она наклонена вправо. Это как раз показывает нам положение крестца. То есть крестец. Сейчас вот так поближе. Вот крестец, он вот так наклонился. Естественно, что позвоночник является продолжением крестца. И чтобы не упасть, тело скомпенсировало наклоном влево уже всего туловища, грудной клетки. Но все это произошло в пояснице. И поэтому мы имеем вот такие вот искривленные позвонки, искривленный позвоночник. Но это следствие положения крестца, а не самостоятельная какая-то проблема. Вот, давайте теперь разберемся, откуда же берется этот вот скрученный таз. И вот здесь фотография под 45 градусов самая показательная. Мы уже обращали на это внимание, но недостаточно. Вот здесь мы видим, что ноги имеют разную степень переразгиба. Да? То есть левая нога переразогнута сильнее, чем правая. Это говорит о том, что левая прямая мышца бедра более короткая. Именно она создает вот этот скрученный таз. Когда длина вот этих мышц, прямой мышцы бедра, не одинакова. Вот то же самое мы можем видеть сбоку. Если посмотреть сбоку, мы видим, что слева, если смотреть, таз наклонен сильнее, а справа меньше. Вот это и будет пропеллер вот такой вот. Вот такая вот скрутка. И вот этот пропеллер искривляет позвоночник. Ну и дальше компенсация. Поэтому фактически ее единственная и главная проблема — это укорочение левой прямой мышцы. Однако укорочены они обе. Поэтому стратегия, что сначала вытянуть левую прямую мышцу бедра, а потом вытягивать обе. И надо еще добавить здесь одну вещь, что у нее голень стоит не перпендикулярно полу. Я предполагаю, что это укороченная икроножная мышца. Поэтому вот такая вот осанка. Вот фактически у нее всего тут две мышцы укороченные. Прямая и икроножная. Ну, скорее всего, камбаловидная. Вот. Все. Причем на левой ноге сильней. Поэтому начать надо с левой ноги сначала делать только левую ногу, потом обе. И все. И не нужны никакие мануальщики, остеопаты. Все это можно решить полностью самостоятельно. Вот так вот выглядит процесс. Вы все видели, что, в общем-то, анализ очень похожий. Однако сейчас я увидел больше, чем первый раз. И это абсолютно нормальный процесс. Что вы меняете версию. Потому что сначала вы не поняли, потом увидели больше или ошиблись и так далее, и так далее.